Я обожаю атмосферу первого Half-Life. Спокойные голубые оттенки стен научного комплекса с обозначениями секторов в виде цветных линий, бипающие и бупающие сервера и комнаты, превратившиеся в камеры пыток для оставшихся здесь ученых после каскадного резонанса. А еще я люблю, когда в стандартной среде вас заставляют делать нестандартные вещи. В Half-Life внутри этого исследовательского комплекса поместили шутер. Вам нужно было искать оружие и отстреливаться от военных и инопланетных существ. Но что будет, если вместо шутера засунуть в этот сеттинг survival или же выживач? А будет Abiotic Factor. Нет, это не мод, это отдельная игра на Unreal Engine 5, которая еще находится в стадии разработки. Но если вы смотрите это видео в 2023 году, то до 1 января у вас есть время попасть на бесплатный плейтест в Steam. Просто зайдите на страницу игры и запросите доступ. После января разработчики могут сделать еще плейтест через пару месяцев, но пока точных дат не было. Короче, Half-Life'ом здесь не просто вдохновлялись, его подчистую спиздили. Исследовательский комплекс, изучение порталов, пограничный мир, вторжение инопланетян, зачистка комплекса военными, да даже некоторые оружие и целые комнаты были взяты оттуда. Но я не могу ругать игру за это, потому что та самая атмосфера первой халвы здесь выдержана прекрасно. Жанр выживалки чувствует себя как рыба в воде здесь. Как раз для добычи воды вам не нужно искать реку, вам нужны кулеры. Либо можете рискнуть попить из фонтана или бассейна, но она там явно грязнее. Еду вы можете купить в торговых автоматах или построить какую-нибудь ловушку для инопланетных засранцев, чтобы нажарив окорочок, а потом поим. Добыча камней и минералов в пещерах? Пф, лут бумаги и ручек, разрушение принтеров и компьютеров, вот что делает и мужчину из ученого. Подобный дизайн идей, что ли, пронизывает всю игру, и это замечательно. Я нахожу что-то очень интересное, веселое и атмосферное в том, чтобы скрафтить арбалет из ножки стола и кучи резинок. Как вы могли догадаться, весь геймплей строится на крафте, как и во многих других выживалках. Понятное дело, сразу вам все открыто не будет. Крафт открывается постепенно от создания каких-нибудь вещей или взаимодействием с другими, например, компьютерами, лампами и прочим. Персонажу как бы приходит интересная идейка в голову. Уже во втором плейтесте достаточно много штук, которые можно скрафтить, чтобы было чем заняться. Например, я был помешан на создании огромного количества батарей, чтобы питать всю нашу базу по ночам, когда отключается электричество. Сама база работает на бесконечном количестве удлинителей, идущих от одной розетки, и лично для меня это выглядит офигенно. Крепить их можно почти куда угодно, так что мы решили спрятать их за ящичками. Кто мы? Игру я проходил вместе с Ирвинтом, и он в свою очередь прямо-таки влюбился в готовку. Каждый день варганил супы из инопланетного мяса и гороха, не открывая банки. Сделал тележку, чтобы отправляться в походы за едой и забивать врагов до смерти, а тележку доверху вкусным мясцом, из которого позже сделает вкуснейшие сосиски. Кстати, тележка вещь вообще имбовая. Вот вам удобно в Майнкрафте с вагонеткой и сундуком таскаться? Мне лично нет, а здесь ты просто взял и покатил ее. Полы в комплексе ровные, есть лифты, так что она не застрянет, лутаться с ней одно удовольствие. Раз это выживач, значит должно быть куча показателей, за которыми необходимо следить. Здесь это жажда, голод, сонливость, температура, база, так сказать. Но еще и приходится следить, не пора ли вам сходить в туалет. И лучше вам не знать, что будет, если вы опоздаете. Слежение за этими параметрами сопровождается разного рода приятными с точки зрения играбельности бафами и дебафами. Выпил кофе или очень много воды, теперь бегаете быстрее. Находитесь на базе, и вас успокаивает безопасность этого места. Хотя здесь же вы можете очень сильно отравиться едой и начать заблевывать все пространство. А вас может заблевать товарищ, из-за чего вам тоже станет хреново. Есть шанс получить нехилую дозу радиации от сырой внеземной пищи и прочие мешающие жить эффекты. Но от них зачастую можно избавиться. Например, надев фартук, вы не будете мараться во время разделывания трупа. Однако есть во всей этой системе серьезный недочет. Показатели слишком слабо влияют на здоровье персонажа. Умереть в этой игре случайно чрезвычайно сложно, и для кого-то это будет плюс. Лично я, хоть и задавался вопросом, зачем же мне следить за всеми этими показателями, если мне фактически ничего не будет, все равно следил за ними. Потому что это безумно атмосферно, я банально погрузился в весь процесс выживания. Immersive Sim получается? Частично. Сейчас игра больше про творчество, чем про хардкор, надеясь на добавление уровней сложности и хардкорного режима в будущих версиях. Боевка пока что тоже хромает, некоторые враги могут во время разворота на 360 дать вам леща. Но в целом у вас есть чем защищаться и чем атаковать. Да и прокачка скиллов тут чисто пользуйся этим почаще и будешь орудовать лучше. Логично, да, но хотелось бы еще какое-нибудь дополнительное древо навыков. Игре, короче, еще расти и расти, но контента во втором плейтесте уже вышло на 15 часов, жду не дождусь следующего. Если и вы заинтересовались игрой, то вот вам тройка советов. Во-первых, игра не оптимизирована еще ни хрена, так что ставьте минималки, на них она все равно выглядит очень круто.
Во-вторых, крафтите все, что можете, и взаимодействуйте со всем, что видите, чтобы открывать новые приколюхи. И в-третьих, если вы новичок, то не заходите на сервера, лучше создайте свой мир и позовите друзей. Я как-то забыл упомянуть эту важную вещь, но да, Abiotic Factory имеет в себе прогресс. Некоторые части комплекса закрыты, и вам нужно общаться с NPC и крафтить новые штуки, чтобы продвигаться дальше по сюжету. Игру можно проходить как одному, так и в коопе до 6 человек. Если вы впервые заходите поиграть именно на сервер, то столкнетесь с игроками, которые давно уже не в начальной локации и успели много чего изучить. Вам просто будет не очень комфортно с ними, вы пока еще не смешарик, так что лучше пройти игру с кем-то, а дальше, если сильно зайдет, ходить по серверам и предлагать свою помощь. Можно сказать, что это видео было рекламным, но мне никто не платил, я не связывался с разработчиками, не связывался с издателями, мне просто очень сильно понравилась эта игра, и я не хочу, чтобы с ней случилось то же самое, что и с прошлым проектом студии, Unfortunate Spaceman. Если вы смотрели ролик про все игры New Blood, то по хронометражу заметили, как игра меня удивила. С Abiotic Factor та же ситуация, и я очень хочу, чтобы в ней был онлайн. Так что да, надеюсь, я смог вас заинтересовать.